Всем привет! Надеюсь, у вас все хорошо, все отлично, вы в безопасности. Доброго дня вам суток. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня получила вот такую посылочку. Сейчас буду ее открывать. Брала транспортную упаковку. Сейчас передо мной вот такой вот вид. Это у нас сумка, собственно, в подарок идет. Она даже не сумка, а рюкзак. Вот, и, собственно, сам ноутбук, который мы сейчас будем дальше открывать. У меня, к сожалению, штатива нет, поэтому я записываю сейчас на телефон, снимаю на видео, потому что есть экшн-камера, но что-то у меня с ней не получилось. Штатива нет, только селфи-палка. Ну, в общем, сейчас не об этом. Значит, в подарок вот такая вот сумка. И, собственно, сам ноутбук. Вот такой вот. Это пока не он, конечно, но коробка. Итак, я убрала коробку, открыла. Собственно, перед нами сам виновница этого видео. Это Monster Tulpar T7, версия 20.2. Это такая модель, которая есть только в Турции. Но, хотя ее продают много везде, но... Скажем так, в Украине или России на сайтах я что-то не видела. Возможно, вы видели, так что скиньте, пожалуйста, ссылочки вниз или ваше мнение напишите, если вы видели где-то подобную марку ноутбуков. Это игровые ноутбуки. Сейчас я попытаюсь одной рукой как-то открыть коробку. Надеюсь, у меня это получится. Ну, в общем, если бы я придумала, как держать по-другому телефон, я бы придумала, соответственно, так сделала. Ну, да, он уже почти открылся. Итак, у нас идет в таком он чехле. Я даже не знаю, с какой его стороны брать. То есть, собственно, сам ноутбук в чехле. Ага, я его не той стороной положила. Вот так. Дальше у нас идет здесь гарантия. Флешка. И что тут у нас? Какое-то подключение. Надо же посмотреть, что, как я вам так переведу. В общем, не знаю. Какой-то держатель, надо его тоже открыть, посмотреть. Потому что я могу скомментировать, если я не знаю, что это? Какое-то крепление или что? Да, это крепление. Но, к сожалению, я пока не могу сказать, к чему. Отложим его. Но тут есть инструкция, поэтому я это позже почитаю, к чему это крепление. Дальше у нас идет сам блок для зарядки. Мы его сразу же откроем. Извиняюсь за шум. Вот такой блок для зарядки. Ну и к нему кабель, который мы вставляем в розетку. Обычный, на евророзетку. В принципе, сейчас везде евророзетки. Ложим мы это обратно. Но флешка прям очень удивила. Такая прям фирменная. Но, увы, я не знаю, что там. Написано на 16 гигабайт. Флешка. Это мы прочитаем. Крепление тоже посмотрим, к чему. Это можно отодвинуть. Что ж, теперь приступим. Покажу вам теперь главного виноватца этого видео. Ну, в общем, сделаю вот так. Готов. Здесь защитные пленочки. Даже не одна, а еще защитный чехол для экрана. Ой. Есть также, положили вот такую вот, ну, тоже как защитная вещь. Он идет без операционной системы, то есть FreeDOS у него стоит. Процессор у него Intel i7 10750H, последнего 10-го поколения.
Также у него видеокарта на 6 гигабайт, GeForce RTX 2060, экран 17,3 дюйма, то есть многовато, достаточно. Память у него RAM 16 гигабайт, там 2 слота по 8, то есть это 2 карты по 8. Хранилище у него на 256 гигабайт Samsung PM981. Это SSD, HDD у него нету. Но также есть у него второй порт SSD. И есть еще один порт, совмещенный на SSD и HDD. Клавиатура у него турецкая, ну какая есть, но я купила наклеечки. Дальше, я думаю, вот это можно все снять. Люблю этот звук. Системы у него нет, соответственно, нужно будет самим устанавливать. Вот. Весит он 2,5 килограмма. Довольно таки здорово. Сейчас мы это тоже уберем. Запишу знать. Так. Шикарнейший звук. В общем, теперь у меня есть свой монстр. Следов, кстати, там не есть, но следов не остается. Видите, можно сделать такие следы, но они сразу исчезают. Давайте теперь рассмотрим, какие у него есть порты. Значит, на левой стороне у нас идет сам вентилятор, порт для интернета, USB порт для микрофона и для наушников. По правой стороне у него идет 2 в одном карт-ридер и 2 USB порта. Но у него есть также сзади порты. Это порты для мини-дисплея. Вот они два. HDMI порт, USB Type-C порт. Очень здорово и интересно, на самом деле, никогда такого не видела. И, собственно, гнездо для зарядки. И также 2 вентилятора. И спереди у него здесь ничего нет, только блестяшки. Что ж, давайте посмотрим, что у него внутри. Внутри у нас ничего, есть тачпад, обычная клавиатура. К сожалению, у меня здесь турецкая, но я купила наклейки специальные, поэтому я их потом просто наклею для себе для удобства. Есть здесь кнопка включения и кнопка как бы Turbo Game, то есть это значит, что можно ускорить, сделать ускорение, если, допустим, вы играете. Рюкзак, кстати, прикольный, фирменный знак. Здесь вот такой вот кармашек для ручек и каких-то мелких принадлежностей. Есть один такой большущий карман для ноутбука. Так вот он здесь вставляется. Вот так вот он здесь вставляется. Сверху закрывается. Мягкий чехол и все сверху. Нормальная вроде бы спинка. Ну, ручки держатели обычные. То есть нормальный рюкзак для походов. В инструкции для чайников много чего написано. Есть на английском, на немецком, на турецком и походу это арабский. Ну, арабский по-любому. Вот. И также вам покажу некоторые характеристики производительности в диспетчере задач. Сейчас вы можете видеть нагрузку процессора. Почему сейчас происходит такая нагрузка? Потому что я обновляю один драйвер. Поэтому немного оно будет в графике. Может быть, не сильно немного. Что нам здесь показано? Базовая скорость 2,59 ГГц, 6 ядер и 12 логических процессоров. В данный момент идет загрузка драйвера, поэтому тоже не сильно оно прям используется. Значит, скорость у нас тут максимум 3,34 ГГц
используется до 11%. Память. Значит, скорость у нас 2933 МГц. Доступно 8,7 гигабайт. Итого памяти 16 гигабайт. Это RAM память. Диск у нас емкость 233 гигабайта из 256 гигабайт. Остальное это сам Windows. И я установила также некоторые программы. Также есть графический процессор Intel UHD Graphics. Он тут немножко сейчас используется, практически нет. Всю информацию вы можете видеть прямо сейчас. И, собственно, графический процессор GeForce в данный момент он не используется, поскольку сейчас игр никаких нет в данный момент, на данный момент. Но они появятся, и тогда можно будет более детально протестировать его. В данный момент используется 6,8 гигабайт, а доступно 8,7 гигабайт. Также мне нравится, что у него есть такая подсветка сзади. Прикольно. Что ж, ребята, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Заметьте, я снимаю это впервые, поэтому, да, я знаю, возможно, есть какие-то ошибки, но я буду исправлять. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Может быть, есть какие-то замечания или пожелания, отвечу всем. Спасибо всем большое за просмотр и до новых встреч!